Продолжая тему о цветах, которые можно посеять в конце февраля, начале марта, хочу рассказать еще про некоторые малоизвестные и небанальные культуры. Эти цветы простые в уходе, с долгим, привлекательным цветением и отлично подойдут для солнечных мест, альпийских горок и не только. Первое растение можно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнерах, например, в подвесных кашпо или балконных ящиках. Называется Нирембергия. В ее роду насчитывается около 25 видов однолетних травянистых и многолетних представителей. Ерембергия– это очень декоративный цветок, семейства посленовые. Отличный вариант не только для садов, но и террас или балконов. Стелющиеся формы, например, как Нерембергия свисающая голубая, подходят для создания красивого цветущего ковра в открытом грунте или эффектного водопада при выращивании в подвесном кашпо. Длина ее побегов составляет от 50 сантиметров и более метра. Окраска цветов бывает голубой и насыщенно синий. Цветение сопровождается приятным ароматом и длится с начала лета до заморозков. Если горшочки с растением забрать в дом, то оно продолжит радовать вас своим цветением и дальше. Потом отцветшие побеги желательно коротко обрезать и создать в Неребергии более прохладные условия на период покоя. С потеплением кустик можно будет высадить опять в сад. В регионах с холодным климатом этот цветок не зимует, но его легко сохранить в зиму, а заодно размножить свое растение черенкованием. В теплых садах Нерембергия дает свой самосев. Ее также высевают сразу в открытый грунт под зиму или весной. Для более раннего цветения Нерембергию высевают на рассаду уже с середины или конца февраля, начале марта. Садоводы северных регионов посев могут отложить до прихода весны. К сожалению, Нерембергия пока мало известна цветоводам средней полосы, хотя по сравнению со своими родственницами петунией, сурфинией и калибраха она гораздо неприхотливее. Нерембергия отлично растет на солнце, очень редко страдает от болезней и вредителей, а также устойчивая к дождям. Ее цветочки всегда открыты даже в пасмурную погоду и не прекращают распускаться до самых устойчивых холодов. Это универсальное растение поможет воплотить вам в жизнь разные идеи по оформлению цветников и композиций в кашпо. Ерембергию выращивают в виде стелющегося по земле почвопокровника в саду в форме шара, если своевременно формировать ее побеги обрезкой, как красивое ампельное горшечное растение для декорирования бордюров, подпорных стенок, альпийских горок и не только. Очень эффектно смотрятся составленные композиции из голубой Нерембергии и других ярких цветов, в высоких напольных вазонах и ящиках. Среди этой культуры есть также сорта и виды с белыми, сине-фиолетовыми и даже пурпурными цветками. Диаметр ароматных цветов около 2,5–3 см. Кустики привлекают внимание не только своим массовым цветением, но и мелкой зеленью. Густо усеянные узкой листвой побеги Нерембергии создают в цветниках пышную ажурную подбивку, на фоне которой цветочки смотрятся еще более выразительно. При выращивании растений в высоких вазонах или на подпорных стенках длинные стебли станут красиво свисать, украшая своим видом сад или придомовую территорию. Кстати, в южных садах этот цветок способен цвести не менее полугода. Среди этого растения есть также низкорослые виды высотой от 10 до 20 сантиметров. К таким относятся сорта Монт Бленк, Purple Robe и White Robe. Эти цветы идеально подходят для альпийских горок и переднего плана клумб. Нерембергию легко размножить черенкованием. У почвопокровных видов также отделяют от корня длинные побеги. Этот цветок хорошо размножается семенами, но учтите, что период от посева до цветения у Нерембергии занимает примерно 3,5 месяца. О нюансах выращивания рассады можно кратко сказать, что она очень схожа с петунией. Семена мелкие, и их высевают поверхностно, не заглубляя и не присыпая землей. Посевы необходимо ставить под лампу. Высаживать растения в открытый грунт лучше на хорошо освещенных участках, а для непрерывного и обильного цветения кустики необходимо подкармливать.
Также потребуется следить за своевременным поливом растений, особенно высаженных в кашпо. Нерембергия может выдерживать кратковременную засуху, но для ее высокой декоративности желательно поддерживать оптимальную влажность почвы. А вот следующему многолетнику даже этого не требуется. Он может расти на самом скудном каменистом грунте и на солнечном расположении. Не нуждается в своевременном поливе и довольствуется осадками. Это Эдельвейс. Его вы тоже можете посеять семенами в феврале-марте. Эдельвейс растет небольшими прикорневыми розетками, украшенными эффектными звездчатыми цветами и серебристой листвой. Растение имеет опушение, за счет чего смотрится еще более привлекательно. Эти ворсинки препятствуют активному испарению влаги и защищают Эдельвейс от холодных ветров. Его небольшие ворсистые цветы белого цвета отчетливо выделяются на фоне сизой листвы. За их необычный вид растение еще называют снежной звездой. Цветение длится с июня до сентября, хотя сроки разных видов существенно отличаются. Сейчас уже выведено много декоративных сортов эдельвейса с более обильным и продолжительным цветением. Для благоприятного развития этого многолетника необходим дренаж грунта. Эдельвейс – это горный цветок, предпочитающий каменисто-песчаную почву, без застоя влаги. Следить за его своевременным поливом вам точно не придется. Кроме этого, эдельвейс альпийский устойчив к ветрам и холоду, терпим к солнцу, но он не любит сильную жару. В южных садах предпочитают притененные участки. Этот цветок отлично подходит для каменистых садов и альпийских горок. Его также выращивают в контейнерах, используют в качестве красивого цветущего почвопокровника и создания бордюров. Стебли этого многолетника слегка изогнутые, кверху ветвистые, высотой около 25 сантиметров. В выходе эдельвейс очень простой. Его вам даже не придется подкармливать. Удивительно, но на более плодородной и удобренной почве эдельвейс выглядит менее привлекательно. Застой влаги негативно влияет на корни. Также стоит обратить внимание на кислотность грунта. Он должен быть или нейтральным, либо известковым. При подборе сроков посева учитывайте период развития эдельвейса. Его цветение наступит примерно через 2–2,5 месяца от высадки семян. Перед посевом семена можно подержать в морозилке. Вот таким образом вы создадите им морозные условия, приближенные к природной горной среде. В грунт для рыхлости добавляют песок, а на дно емкости укладывают слой дренажа. С развитием сеянцев их пикируют в отдельные горшочки, а в сад высаживают только хорошо развитые кустики. Эдельвейс красиво смотрится в массовой посадке. В первое время, чтобы растения хорошо прижились, им важен своевременный полив. После об этом вам уже не придется заботиться. Но не стоит высаживать этот засухоустойчивый многолетник в низинах и влажных местах. Там его жизнь будет короткой. С годами эдельвейсы можно омолаживать простой обрезкой и делением. В общем, этот выносливый многолетник никаких хлопот вам не создаст. Кустики можно высаживать в компании с суккулентами, очитками, молодило, камнеломкой и низкими, неяркими цветами, предпочитающими более скудный грунт. Серебристо-белый эдельвейс также эффектно смотрится рядом с красочными декоративно-лиственными растениями. Основание кустиков хорошо замульчировать каменной крошкой, галькой или гравием. Таким образом, пыль и грязь после дождей не будут оседать на пушистом покрытии эдельвейса. Кстати, из цветущих веточек этого многолетника получаются красивые сухоцветы. Эдельвейс также считается ценной лекарственной культурой. Его основные свойства способствуют выведению токсинов, омоложению организма, снижению стресса, а также имеют выраженное противовоспалительное действие. Попробуйте вырастить эти неприхотливые цветы. Я уверена, что вы об этом не пожалеете. Поделитесь также своим опытом выращивания эдельвейса и нерембергии. Не забывайте подписываться на наш канал. С нами вы узнаете о самых разных садовых и комнатных растениях и о том, как их выращивать. А если это видео было вам полезным, поддержите, пожалуйста, нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду.